Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы снова отправимся в Литву. Посетим стоянку заброшенной техники и заглянем на местную штрафстоянку. А после спустимся в большой затопленный бункер. Несмотря на потоп, бункер буквально сохранился нетронутым и удивил меня крутыми находками из прошлого. Приятного просмотра! Так, нашел я одно интересное место. Здесь большой действующий автобусный парк, но посреди него есть стоянка заброшенной техники. Какой-то тягач и несколько автобусов. Опа! Вижу там камеру на столбе. Непонятно, куда она смотрит. Автобус, похоже, открыт. Ух ты! Заброшенный автобус. Причем здесь еще раз, два, три, четыре, пять. 5 таких же автобусов. Икарус. Сделан в Венгрии. Ой, тут уже все разобрано. С водителем разговаривать воспрещается. Тут еще будочка вот эта. Боюсь, чтоб там не сидел охранник. Так, следующий автобус. Ступенька отсутствует. Опа! Это уже похоже на междугородний автобус. Запах очень застоявшийся. Полагаю, он здесь уже давно. Здесь, увы, тоже все разобрано. Тут еще вот стоит много автомобилей. Похоже, тоже без движения. Причем, смотрите, белорусские номера на двух опелях. Форд белорусский тоже. Это литовские. Там номера не видно. Так. Ауди, смотрите, тоже белорусская стоит. Такая неплохая. Рено белорусская. И Мерседес. Мерседес на номерах Молдавии. Здесь же чей-то мотоцикл стоит. Знаете что? Мне кажется, это может быть штрафстоянка. Я слышал, вроде как приняли закон, что нельзя ездить в Латвии на белорусских машинах. В общем, на русских машинах тоже нельзя ездить. И если в Литве закон такой же, что возможно, это как раз могут быть конфискованные автомобили. Здесь еще машина. Так, литовская, белорусская,
тоже белорусская. А дальше уже не вижу. Но литовских машин тут тоже много. Вот еще черный белорусский Volkswagen. Эх, жаль всех этих людей, у кого вот так забрали машины и поставили на штрафстоянку. Постоянно вводятся новые санкции, процент по кредиту растет. Еще и пошлину хотят поднять, а значит, купить автомобиль может стать еще труднее. Поэтому, если у вас в планах купить новое авто, то сейчас самое время и через сайт автоспот.ру. Это сайт, на котором собраны все предложения со всей России, причем цены от официальных дилеров. Вы всего за несколько кликов можете узнать цены на интересующий вас автомобиль в любой точке страны. Всегда советую смотреть цены не только в своем городе, но и в соседних городах, ведь скидка может отличаться даже на 100 тысяч рублей. Чтобы узнать, какие скидки на нужную вам машину, всего лишь нажмите на вкладку «Сниженная цена», и вы будете приятно удивлены. На автоспот.ру скидки есть буквально на все машины. Неважно, это Лада или китайский кроссовер. Если вы нашли хорошее предложение, забронировать машину можно, оставив заявку в 2 клика. Чуть не забыл, на автоспоте часто бывают уникальные акции. Например, доп. Оборудование на 100 тысяч рублей или каска в подарок. Так что, если вам нужна новая машина, ищите ее на автоспот.ру. Ссылку оставил в описании. Это, наверное, был какой-то тягач. Какой он ржавый, старый. Кабина. Там, наверное, место водителя. О, смотрите, кот Леопольд нарисован. Грузовик даже есть. Правда, совсем сгнивший. Чуть не попался автобусному водителю, походу. Моторный отсек. Видно, он так тоже капитально подразобран. Самосвал закрыт. Самосвал, кстати, на старых номерах. Еще с флажком Литвы. Этот автобус вообще уже разобран.
Прошмыгнул еще один автобус. Что это за аппарат? А вон спидометр видно. Только он очень пыльный. До 120 скорость. Это похоже уже больше на маршрутку. Штраф за езду без билета 30 лит. ЗИЛ. Сделано в Союзе. Фух, как же здесь пыльно, конечно. Все на месте зато. Датчик давления, наверное, в шинах давления. Спидометр вот. Пробег здесь 111 тысяч, что ли, не пойму. Это тогда совсем даже и немного. Классный аппарат. Еще одна маршрутка. Фух, как-то раз я уже такую, помню, находил. Вот эти круглые стекла сзади мне запомнились. Здесь, вероятно, сидел кондуктор, продавал билеты. Снова все пыльное. А, ну вот, это ПАЗик. Павловский автобусный завод имени Жданова. Максимальная вместимость 45 человек. Как-то, мне кажется, многовато. Хотя, если все места заняты и люди еще и стояли, вот поручни есть, тогда может и нормально. Ладно, не хочу здесь кому-либо попасться. Вроде все автобусы обошел, так что пойду на выход. Где-то здесь должно быть старое заводское бомбоубежище. Вот, похоже, и вход. Да, спуск вниз. Этот запах я узнаю из 1000. Здесь вода. Интересно, какой уровень. Пока что по колено. Дверь номер 12.
Вау! Вы просто на это посмотрите. Это же ведь класс гражданской обороны. Это похоже на парты, а там доска. То есть фактически это затопленное, но при этом нетронутое убежище. Ух ты! Это все похоже на кровати для людей. Здесь их десятки. Как же это жутко выглядит. А это похоже на баллоны для питьевой воды. И здесь под водой я вижу краны. Вот вы просто вдумайтесь. Здесь стоят трехъярусные кровати. Место здесь на сотни человек. И это при том, что обычно лежачие места предусмотрены только на 20% укрываемых. То есть в таком бункере могло спрятаться, думаю, пару тысяч человек. Памятка, что делать на литовском языке. Ну и план убежища, система канализации, водоснабжения, аварийный выход. За этой дверью должна быть лестница на завод. Закрыто. Плавают аптечки. АИ-2. Как же она воняет. Да ладно. Все на месте. И даже тот самый пресловутый наркотик Тарен. Примерно так он выглядит. Здесь было 6 капсул, которые размокли и стали одним целым. Инструкция по пользованию. 83-го года аптечка. Туалеты. Кстати, воды нет. А вот интересно. Света нет. Дверь номер 3. Что тут? Дизель! Как же я надеюсь,
что все отключено. Он полностью целый. Вот это находка. Амперы, вольты, пульт управления. Есть кто на линии? Какой же он ржавый. Приборка. 73-й, что ли. Мощность 40 лошадиных сил. Вся электроника, платы, кнопки управления. Здесь же система вентиляции. Небольшой бак. Возможно, для масла. Склад. Противогазы. И полки с одеждой защитной. Ящики. Похоже, тоже с противогазами. Просто фу. Во что они превратились? В какую-то гнилую субстанцию. Ящики. Как он прогнил, точнее, сумка. Аптечки, только уже сухие. Снова все в сборе, даже тарен и инструкция. Здесь вообще воняет тухлыми яйцами. Это еще один выход. Если честно, боюсь здесь чем-то надышаться. Ой, ё! Это что у меня на штанине? Надеюсь, не радиация. Еще один склад. С ума сойти. Сколько здесь всего плавает. Противогазы. ГП-5.
Этот даже с переговорным устройством. Десятки фильтров. Да уж. Это все уже точно непригодно. Кстати, а убежище-то было затоплено еще больше. Здесь следы воды на стенах. Когда-то воды было по пояс. По сути, все эти разрушения — дело рук не людей, а природы. А вот еще пропустил. Это система вентиляции. В полном сборе. Это самый настоящий бункер апокалипсиса со своей мрачной атмосферой. Сам завод сверху, к сожалению, тоже мертв.